Всем привет! Рада видеть вас на моем канале, и в этом видео мы будем делать новую брошь под названием инжир. Но прежде чем мы приступим к нашему мастер-классу, предлагаю вам подписаться на этот канал, поставить лайкосики и не забыть нажать на колокольчик, чтобы не пропустить ни одной новинки. Приступаем! Начинаем нашу работу с того, что запяливаем фетр в пяльцы. Фетр у меня толщиной 1 мм, пяльцы диаметром 9 см. Поверх уже запяленного фетра мы обводим выкройку. На этом мучения выкройки не прекращаются. По намеченному контуру нужно будет вырезать ее и затем обвести еще раз этот получившийся шаблон на поверхности фетра. Далее при помощи струбцины я прикрепляю пяльцы к рабочей поверхности, чтобы работать обеими руками. И первыми в ход у нас пойдут нитки фирмы Bestex, номер цвета 611. Напоминаю, что вам не нужно подбирать один в один идентичные материалы. Вы можете подобрать нитки другой фирмы, просто похожих оттенков или любых других цветов, которые вам приглянутся. Вышиваю я бисерной иглой. Размер иглы 0,12 мм. Вы можете использовать иголку и чуть потолще, это сильно на работу влиять не будет. Вышиваю я небольшими стежками. Хочу заполнить пространство от внешнего края к внутреннему контуру. И я буду делать переход в виде градиента. Для этого я буду использовать нитки разных оттенков. Нитку я использую в несколько сложений. Следующая у меня идет нитка светлого сиреневого цвета. Ею я хочу показать более светлый участок на поверхности инжира, некое подобие блика, и использовать как можно больше необычных цветов, чтобы это смотрелось более интересно. Также у меня есть такая яркая нитка цвета фуксия. Вы можете тоже взять подобную, можете продолжить каким-то другим цветом. Все на ваше усмотрение. Затем мы используем самую темную нитку из фиолетовых, которую мы найдем у себя в арсенале, и прошиваем нижнюю часть инжира, таким образом показывая тень. Все расходные материалы, все названия я буду указывать под этим видео. Не забывайте, обязательно смотрите, что я там пишу, чтобы ничего не пропустить. Сейчас мы будем оформлять внутреннюю часть инжира светло-желтой нитью. Такой болотно-зеленой цвета нитью я хочу показать некоторые прожилки в структуре инжира, переходные участки. Также я использую нить белого цвета, можете взять любую, которая у вас найдется, я имею в виду любой фирмы. Составы всех нитей это катон. Теперь, мне кажется, это самая интересная часть начинается.
мы будем вышивать серединку инжира. Делать это можно и нужно разными стежками. Будем применять все оттенки розового, которые у нас найдутся на пути. Стежки у меня не совсем аккуратные, это особо значения не имеет, потому что мы будем их потом закрывать. Я просто чередую между собой стежки желтые, розовые, можно даже немножко зеленоватые. Для того, чтобы выбрать цвета, вы можете просто открыть фотографию инжира в разрезе, посмотреть на нее и выбрать что-то свое. Можете использовать даже вот такую нитку с градиентом. Будет тоже очень красиво. Теперь мы будем повторять то, что учили в других видео, а именно французский узелок. Работа эта очень люблю, когда работа разнообразная. Не люблю, когда она монотонная. Не люблю делать одно и то же на протяжении долгого времени. Французские узелки очень даже меня развлекли, пока я вышивала. Делается это все довольно просто. На иголку накидывается нитка, несколько раз наматывается. Можно сделать 3 витка, можно 4, в зависимости от того, насколько большой вы хотите получить узелочек. Эти французские узелки я рекомендую сделать как желтыми нитками, так и розовыми, белыми, чтобы сделать рисунок более живым. Также в расход у меня пошла и более такая сочная, скажем так, малиновая нить. И, наконец, самая темная фиолетовая, которую мы использовали для изображения тени, мы тоже ее сюда приладим. Как вы видите, нитки разного у меня происхождения, разных фирм. Особо это значение не имеет. Да, французские узелки, они такие. Главное вовремя остановиться. А сейчас мы будем пришивать очень красивый золотой бисер. Пришивать я буду на мононить, чтобы не было видно нитки. Делать я это буду хаотично, в любое место, которое мне захочется. Вы делаете точно так же, как вам захочется, и наслаждайтесь процессом. Оставшиеся пустоты я заполню вновь уже используемой ниткой. Это у меня желтая нитка с градиентом и, так скажем, переходом в белый цвет. А теперь у нас будет творческий полет фантазии. А именно, при помощи мононити мы сейчас будем заполнять пространство, оставшееся по контуру. Что я делаю? Я нашла все свои запасы бисера фиолетового, розового цвета, всех форм, всех вариаций. И начинаю пришивать по контуру вообще без какой-либо схемы. И я начинаю пришивать бисер, который мне захотелось, который я считаю нужным. Если вы не знаете, какой пришить, просто подбирайте подходящий по цвету и по фактуре. Допустим, если у вас какой-то участочек более
светлый, то и бисер выберите более светлый. Если участочек более темный, то и бисер более темный. Ну и таким образом у вас получится замечательная картинка. Не надо искать точно такие же цвета или формы бисера, как у меня. Выберите то, что есть у вас. Лучше, конечно, если у вас есть какой-нибудь набор микса по типу моего, скажем так. Если нет, ничего страшного, замиксовать вы можете самостоятельно. Просто возьмите несколько разных цветов и разных форм бисера, и стекляруса или рубки, что у вас там будет. Можете даже взять бусины, жемчуг, вот все, что найдете. Не заморачивайтесь, что у вас там отличается от того, что делаю я. Вы можете сюда пришить и стразы, пайетки, вот все, что вашей душе угодно. Не сдерживайте себя. Вот. Я же стараюсь сделать эту брошь в более доступных, скажем так, вариациях. Я хотела сюда, конечно, шарахнуть пару кристаллов Сваровски, но потом подумала, да ну, решила, что я их оставлю для других целей. Брошка и так офигенно яркой получилась. Я в хорошем смысле имею в виду. Поэтому мы не заморачиваемся. Далее, для того, чтобы сделать прочную основу, прочный каркас, из картона вырезаем по выкройке серединку для броши. Приклеиваем ее при помощи клея Момент, гель, либо кристалл, какой у вас есть в наличии. Потом обводим нашу заготовку на фетре. Если у вас есть кожа и вы можете с ней работать, то на коже. Если у вас есть бархат и вы умеете с ним работать, то на бархате. Если вы новичок, советую все-таки заняться сначала работой на фетре. Почему? Потому что на фетре не будет видно стежков, в случае косяков, скажем так. А на коже, если вы будете вышивать, то все стежки там будут заметны. И если они будут неаккуратные, длинные, или если вы будете их переделывать, все дырки, все нюансы, все там будет видно. Основу для броши я взяла японскую со специальным механизмом замыкающим, чтобы брошь не расстегивалась. После того, как нанесли разметку на изнаночной стороне нашей изнанки, я обожаю это повторять, продеваем туда булавку. Сажаем ее на небольшую горошину клея, но старайтесь сильно не прижимать фетр к клею, потому что он может пропитаться через фетр и оставить некрасивые разводы. Затем приклеиваем заднюю часть к лицевой части броши. Отрезаем все излишки по краям и закрываем край броши. Я рекомендую сделать в данном случае это при помощи ниток мулине, потому что брошь в принципе получилась очень яркой. И добавлять туда еще какой-то бисер или канитель я решила не стоит. Стоит оставить все внимание на наполнение броши в середине. И закрыть край просто обычной нитью, спокойными мелкими частыми стежками. Это удобно, просто и любой с этим справится.
конце, когда вы закончите работу, нитку надо будет спрятать где-нибудь внутри броши. Делайте как я, не ошибетесь. Вот такая прелесть у нас получилась. Надеюсь, что видео вам понравилось, вы оцените его по достоинству, у вас получится замечательная брошь. Не забываем, еще раз напоминаю, подписываемся на мой канал, ставим лайк, жмем на колокольчик и делимся этим видео со своими друзьями. Таким образом вы помогаете развитию моего канала. И, кстати, совсем немного и на канале будет 30 тысяч. Так что не забудьте, помогите мне достигнуть этой крутой цифры. Я очень жду. Всем спасибо за внимание, целую всех, пока!